Всем привет! С вами школа маникюра просто. Меня зовут Эльвира, я являюсь художником по ногтям, и сегодня мы с вами нарисуем вот таких вот прикольных новогодних медведей. Это достаточно простой дизайн, справиться с которым сможет даже начинающий мастер. Для данного дизайна нам понадобится всего лишь 3-4 цвета гель-лака. Это белый, черный, красный и любой цвет на фон. Можно использовать любые фирмы гель-лака. Абсолютно это не играет никакой роли. Также нам понадобится вот такая тоненькая кисть. Вот. И палитра, в данном случае я использую контейнер просто пластиковый. Вы можете использовать фольгу, можно использовать любую пластиковую ненужную крышку. То есть, мне достаточно удобно работать вот с старым контейнером из-под страз. Вот. И также понадобятся типсы. Вы можете, конечно, сразу на клиенте рисовать, но я думаю, лучше на типсе для начала потренироваться. Для начала покроем типсу любым комфортным для вас цветом, то есть тем, который вы хотите, чтобы был фоном. Я возьму светло-светло-серый цвет. Мне кажется, сюда еще бы очень хорошо подошел светло-голубой, но мне хочется сделать серый. Кстати, если сделать белый, то работы вам будет в 2 раза меньше. Все, мы просушили наш фон. Сейчас, перед тем, как приступать к рисованию, обязательно снимем липкий слой, чтобы наш цвет не растекался по липкому слою. Убрали липкий слой. И на палитру наберем для начала белый гель-лак. И белым гель-лаком нарисуем контур нашего будущего медведя. Я, как уже сказала, можно использовать любой гель-лак. Единственное, вы должны быть в нем уверены в плане того, что белые цвета, что черные цвета, которые особенно очень сильно пигментированы, они могут некоторые плохо просыхать в лампе и давать такой эффект скукоживания. Вот, поэтому либо вы должны просто понимать, сколько нанести именно вашего гель-лака, чтобы этого не произошло, либо использовать какие-то прям проверенные гель-лаки, которые 100% просыхают даже при толстом покрытии, в толстый слой. В данном случае у меня Oga Nails. Он может немножко давать вот этот эффект. В принципе, на типсе ничего страшного, даже если где-то подскукожится цвет, но вот на модели будет, конечно, неприятно. На клиенте тем более, поэтому я прикреплю к этому видео список цветов, которые не скукоживаются. Вот, можете пользоваться. Сейчас мы прорисовываем контур нашего мишки. После этого будем уже его раскрашивать. Можно также, если вам удобнее, взять простой карандаш, нарисовать сначала контур карандашом, заполнить потом его белым цветом. Я здесь одновременно и рисую контур, и делаю заполнение белым цветом. Вот, в принципе, мы нарисовали контур, заполнили его белым цветом и отправляем хорошо просушиться вот этот слой в лампу на 60 секунд. Каждый мастер знает, как в лампе образуются узоры из гель-лака. Все, просушили наш белый. Сейчас тоже необходимо снять липкий слой. И сейчас мы возьмем красный заранее и черный приготовим на палитру. И сейчас можно пойти 2 путями. Можно сначала прорисовать контур черным, а можно сначала прорисовать частички, шапку, шарфик красным, и только потом использовать контур. В данном случае я пойду сначала с красного,
Почему? Объясню. Потому что когда мы рисуем тонкие линии черным, в дальнейшем нам придется снимать липкий слой, и тонкие черные вот эти линии, они могут у нас подстираться. Поэтому я рекомендую сначала заполнить цветные детали и потом уже в конце сделать контур. Но вы можете делать как вам удобно. Это не критично. Если вы сразу прорисуете контур, вам, возможно, будет даже проще. Но я сделаю так. Закрашу шарф. В принципе, все эти детали видно, где располагаются в нашем белом контуре заполненным. Просто прокрашиваем их стык в стык. Вот так вот. И отправляем это сушиться в лампу. Мы просушили наш красный цвет. Теперь мы точно так же должны снять липкий слой. И сейчас уже приступим к прорисовке контура. Набираем на кисточку черный. Собираем кисть так, чтобы кисточка собралась тоненьким кончиком. Вот так. И начинаем прорисовывать наш контур. Для того, чтобы контур получился тонкий, изящный, на кисть практически не нужно нажимать. То есть прям чем меньше у вас нажим на кисть, тем тоньше контур. Если вы нажмете на кисть больше, то у вас контур уже, соответственно, будет вот такой толстый. Поэтому на кисть не нажимаем, собираем кисть и прям кончиком кисточки, как карандашом, рисуем контур. На шарфе может быть чуть потолще контур, это не страшно. Наоборот, даже будет он такой более выразительный. Вот это немножко подсушим, мы дорисуем потом в серединке еще контуры. Сейчас нам нужно прорисовать еще немножко ушки, носик. Просушиваем и зрачки потом в конце добавим. Ну и черным нам осталось поставить только зрачки. Для этого мы кончиком кисточки, я ее почистила заранее, вот так вот вертикально опускаем кончик в черный гель-лак, набираем горошину черного и ставим, чуть побольше горошину сделаю, в левый верхний бок глазика, вот сюда. Точку такую, чуть даже побольше можно сделать, и сюда. Получаются такие глазки-бусинки. Сушим. В принципе, у нас с вами практически все готово. Сейчас нам нужно нарисовать щечки мишки, ушки заполнить розовым и добавить узоров на шарфик. Для того, чтобы получить розовый цвет, мы просто смешаем красный с белым. На палитре маленькую капельку нужно нам красного.
Только красный очень пигментирован, прям маленькая-маленькая капелька, и у нас такой вот розовый цвет получается. И рисуем щечки. Сушим. В принципе, нам осталось только раскрасить шарфик. Вот в данном рисунке, в принципе, вот в этих мишках, которых мы с вами сегодня рисуем, самое сложное — это именно контур. То есть, когда вы освоите контур, в принципе, любые рисунки становятся сразу сильно проще. Вот. Я рекомендую вам тренировать контур. Просто даже вот можете взять лист бумаги или какую-то пластиковую поверхность, набирать черный гель-лак на кисточку, как я уже показывала ранее, собирать кисть и сидеть рисовать горизонтальные линии, прям параллельные друг другу, прямые горизонтальные линии, тонкие, не отрывая руки, потом вертикальные линии. И таким образом у вас рука привыкнет, моторика привыкнет, и вам будет намного проще прорисовывать контур. Так, возвращаемся к нашему мишке. Протираем хорошо нашу кисточку от черного гель-лака, или там розовый, какой у вас к этому моменту был на кисточке. И набираем опять белый. Мы до этого уже снимали липкий слой с красного цвета, поэтому если вы забыли вдруг снять липкий слой, аккуратно, очень не задевая черный, постараться, по крайней мере, свернуть как-то безворсовую салфеточку, убирайте с красного липкий слой, потому что, скорее всего, будет белый просто растекаться. Собираем кисточку и рисуем узор. Вы можете, в принципе, любой узор рисовать. В данном случае такие вот крестики нарисованы у нас на исходнике. Также вот здесь немножко мне хочется добавить наверх шапочки красного и белого тоже, чуть-чуть. Вот так. В принципе, все, мы наш узор дорисовали, все закрасили, отправляем сушиться, и следующим этапом будем уже покрывать наш рисунок топом. И завершающим этапом покрываем наш рисунок топом. У некоторых черных гель-лаков есть такая особенность немножко смазываться или красных при нанесении топа. Учитывайте это. Не давите сильно на кисточку. Сейчас я переверну, немножко мы выровняем топовое покрытие. Отправляем лампу. И вот такой вот прикольный результат у нас получился. А сейчас мы нарисуем еще двух медведей. Собственно, повторяем все то же самое. Сначала будем прокрашивать фон. Тот же самый серый берем, где он у меня, вот он. Я буду рисовать прямо две типсы одновременно. Вы можете, как вам удобно. Все, одна типса у меня готова. Сейчас я уберу липкий слой и буду прокрашивать контур, заполнять его белым нашего будущего мишки.
Важно, чтобы кисточка, кстати, у вас была не просто тоненькая, но и короткая. Вот у меня здесь их еще 2. Покажу, они обычно всегда в наборе идут 3 штуки. У меня обычный набор Wildberries, могу вам приложу вам ссылку на него. Хорошие кисточки, стоят недорого, вполне себе хорошо рисуют. Я рисую самой маленькой кисточкой всегда, все рисунки. Мне так наиболее удобно. Длинная кисть больше подходит для каких-то тонких линий, френча. Средней кистью некоторые умудряются рисовать, но мне наиболее удобно это именно короткий ворс. Так. Пока я тут разговаривала, у меня и вторая типса досушилась. Сейчас тоже уберу здесь липкий слой. И приступим к контуру. Набираем белый цвет. И поехали. Рисуем второго мишку. Старайтесь, чтобы мишки были все одинаково центрованные по типсе, то есть все примерно одного размера, чтобы были, чтобы когда вы делаете дизайн, да, если вы, например, клиенту решили сразу 3 нарисовать, чтобы они смотрелись гармонично. Если просто одного, то, конечно, без разницы. Я вот даже для примера положу себе мишку рядом. Угу. Вот такой прикольный дизайн у нас получился. Делитесь в комментариях, получился ли он у вас. Надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие полезные мастер-классы.